Есть пары, за которыми зритель следит ради драмы. А есть такие, на которые смотришь и думаешь, вот здесь, слава богу, все спокойно. Денис Байсал и Барыш Юрчу много лет были именно такой парой. Без скандалов, без разборок в соцсетях, без вечных заголовков они снова поссорились. И именно поэтому то, что происходит сейчас, звучит так громко. Турецкая пресса неделя за неделей пишет о кризисе в их браке. Пара молчит. А молчание, как вы знаете, иногда говорит громче любых слов. Сегодня разберем все по порядку: кто они, как начиналась их история любви, что именно произошло в последние недели, и, самое важное, где заканчиваются факты и начинаются слухи. И если вам не хочется пропустить, чем закончится эта история, а закончится она наверняка не завтра, самое время нажать на подписку и колокольчик. Мы следим за такими темами и рассказываем обновления первыми. Начнем с того, кто вообще эти двое, если вы не следили за именами. Денис Байсал – актриса, которую зритель турецких сериалов знает очень хорошо, даже если не сразу вспомнит имя. Родом из Измира, она довольно рано пришла в актерскую профессию и прошла путь, который многие ее коллеги могут только повторить. Заметили ее впервые в сериале «Беглянки» с ролью Каинат. Затем случился настоящий прорыв в Фазилет Ханым и ее дочери, где она сыграла Хазан Чимкаран, и эта роль сделала ее узнаваемой в каждом доме. Дальше «Пароль» с ролью прокурора Дерии Думансыз, где она доказала, что может держать и жесткую драму. Потом оглушительный успех «Организации», где она сыграла агента Мидзихру Балабан, одну из самых обсуждаемых героинь турецкого сериального экрана последних лет. А сейчас Денис играет Эсми в сериале «Это море переполнится». И, что важно, именно сейчас, когда ее героиня на пике внимания, все личное в ее жизни рассматривается зрителем как бы через увеличительное стекло. Барыш Юрчу – музыкант, солист группы Колпа. Не актер, не человек из мира сериалов, а человек из мира сцены и студий. И это, кстати, важная деталь, к которой мы еще вернемся. Их пара с самого начала была союзом двух совершенно разных профессий – экрана и музыки. Если вам интересны такие разборы жизни турецких актрис, не только слухи, но и путь, который они прошли к славе, ставьте лайк под видео. Это простой сигнал для нас, что такие темы вам нужны, и мы сделаем их еще больше. А теперь то, что редко вспоминают в потоке новостей о разводе. Как вообще началась эта история? Денис и Барыш познакомились не на светском мероприятии и не через общих друзей, а на съемках музыкального клипа группы Колпа, где Денис снималась в качестве актрисы. Обычная рабочая история, а превратилась в отношения, которые растянулись на годы. Они встречались около 2 лет, прежде чем Барыш сделал предложение. Помолвка случилась 3 ноября 2018 года. А свадьбу сыграли 6 сентября 2019 красивую, Самире, на берегу, в Чешме, на пляже Мома, в окружении родных и близких друзей, без огромной звездной тусовки на показ. Денис потом призналась, что примерка собственного свадебного платья стала для нее совсем другим чувством, чем то, что она играла в кино много раз до этого. По ее словам, до этого она уже надевала свадебное платье 5 раз ради ролей, пыталась представить, что чувствует женщина в этот момент. Но когда она примерила свое настоящее платье, почувствовала нечто настолько искреннее и живое, что не забудет этого никогда. Вот такая деталь. Актриса, которая много раз изображала чужие свадьбы на экране, оказалась по-настоящему тронута только своей собственной. С тех пор Денис и Барыш почти 7 лет ходили рядом как одна из самых стабильных пар турецкого шоу-бизнеса. Их не ловили на скандалах, они не устраивали публичных разборок, они просто жили, и именно эта тишина делала их особенными на фоне вечно бурлящего мира знаменитостей. Именно поэтому то, что происходит сейчас, воспринимается зрителями настолько остро. Никто не ждал этого от них. И если вы тоже помните эту пару именно такой, стабильной и спокойной, напишите в комментариях, следили ли вы за их историей раньше.
Мне правда интересно, многие ли из вас удивились этой новости так же, как я? А теперь к тому, ради чего мы все здесь собрались. Разговоры о кризисе в браке Денис Байсал и Барыша Юрчу начали набирать обороты еще в начале лета. Турецкие издания стали писать: пара давно не появляется вместе на публике, съемочный график Денис стал слишком плотным, а между супругами якобы возникла дистанция. Первым тревожным звоночком стал праздничный пост Денис в дни Байрама. Она опубликовала фото с семьей, а вот Барыша на этих фотографиях не оказалось. Более того, на праздничный завтрак она пришла одна. Для зрителей, которые годами видели их вместе, это выглядело как небольшая трещина, которую трудно не заметить. А следом случилось то, что действительно взорвало соцсети. Барыш опубликовал у себя пост, в котором рассуждал о разнице между тем, чтобы быть нелюбимым, и тем, чтобы обманываться, думая, что тебя любят, когда это не так. Слова прозвучали лично и горько, и подписчики моментально решили, что это адресовано жене. После этого поползли еще более серьезные слухи, будто Барыш в кругу близких жаловался, что Денис перестала уделять ему время, избегает разговоров и совместных встреч, а внимание, которое раньше доставалось ему, теперь достается коллегам по съемочной площадке. Подчеркну, это не слова, подтвержденные официально, а то, что приписывают ему через третьи источники. Параллельно появились сообщения, что съемочная команда сериала «Это море переполнится» якобы заметила перемены в самой Денис, что она стала более закрытой, менее энергичной, а ее настроение отразилось на рабочем процессе. А затем, самая громкая волна, издания начали писать, что пара уже подала на развод, и что развод – вопрос решенный и без пути назад. Некоторые источники даже утверждали, что супруги уже живут раздельно. И вот здесь нужно остановиться и сказать честно, ни разу за все это время ни Денис Байсал, ни Барыш Юрчу лично не подтвердили и не опровергли ни одно из этих утверждений. Пара хранит полное молчание. Все данные – это то, что публикуют издания со ссылкой на источники в окружении или на кулуарные разговоры. Официального заявления, документа, комментария от самих супругов нет. Это не значит, что слухи ложные. Но это значит, что называть это свершившимся фактом пока преждевременно. Если вам важно, чтобы мы отделяли подтвержденные факты от слухов именно так, честно и без крика, вы уже понимаете, почему стоит остаться с нами до конца видео. Дальше будет еще один важный момент. Почему нас вообще так задевают подобные истории? Потому что зритель, особенно тот, кто много лет следит за турецкими сериалами и за судьбами актеров, привязывается не только к героям на экране. Он привязывается к людям за кадром, к их настоящим историям любви. Когда пара выглядит устойчивой годами, она становится своего рода опорой. В мире, где почти каждую неделю кто-то из знаменитостей объявляет расставание, такие союзы дают ощущение: не все в шоу-бизнесе временно, не все держится на публичности. И когда именно такая пара оказывается под угрозой, рушится не только их личная история. Рушится маленькая вера зрителя в стабильность вообще. Особенно остро это чувствуют зрительницы за 50, те, кто сам прожил долгие браки, кто знает, что такое усталость, дистанция, недопонимание после многих лет вместе. История Денис и Барыша многим кажется узнаваемой. Плотный график, разные профессии, накопленная усталость – это то, через что проходят самые обычные семьи, а не только звезды. Поэтому здесь важно не судить. Мы не знаем, что происходит за закрытой дверью их дома. Мы знаем только то, что видно снаружи, и обязаны честно называть это слухами, а не приговором. Если посмотреть на всю эту историю трезво, без эмоций, то картина получается довольно простая. Мне кажется, факт номер один – это то, что пара действительно давно не появляется вместе. Это не додумано журналистами, это видно по их собственным соцсетям и по отсутствию совместных выходов в свет. Второе, пост Барыша был. Его слова про то, что хуже, чем быть нелюбимым, обманываться, думая, что тебя любят, это реальная публикация, а не выдумка изданий,
и я понимаю, почему подписчики восприняли ее именно так. И третье, на празднике Денис действительно была одна, это видно по ее же фотографиям. А вот дальше начинается то, что я бы назвала домыслами. Заявление о разводе, раздельное проживание, конкретные причины конфликта, усталость это, ревность или просто накопившаяся дистанция – все это идет через безымянные источники и разговоры в кругу близких. Ни разу ни Денис, ни Барыш не сказали об этом прямо от своего лица. И, честно говоря, именно поэтому я не тороплюсь ставить точку в этой истории. 7 лет брака – это не то, что рушится за одну неделю сплетен в прессе. Может, они действительно проходят через кризис. А может, просто устали от бесконечного внимания к личной жизни и молчат назло всем, кто пытается написать финал за них. И единственное, что мы можем сделать честно, это не додумывать за них и подождать их собственных слов. А что думаете вы? Если в личной жизни звезды начинают происходить такие вещи, пресса имеет право обсуждать каждую деталь, или людям, даже известным, стоит оставлять право на тишину? Напишите свое мнение в комментариях. Мне действительно интересно, что думает наша аудитория, которая видела не одну такую историю за годы. Если видео было интересным, ставьте лайк, это лучшая благодарность для нас. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропустить, чем закончится эта история, а мы обязательно расскажем, как только появится официальное подтверждение с любой стороны. И, конечно, делитесь этим видео с теми, кто тоже следит за судьбой этой пары. До новой встречи!